Привет, друзья! Это «Пластмассовый енот». Полезный контент от ИПА и не только. И тема сегодняшнего выпуска – все о термостатах. Или, более правильно, о температурных контроллерах пресс-формы. Зачем нужны термостаты, какие они бывают, как работают, их внутреннее устройство, правильный подбор, подключение, монтаж, обслуживание, ремонт. Обо всем этом мы расскажем в этом видео. Прежде чем начать смотреть этот ролик, пожалуйста, поддержите наш канал простыми действиями. Просто поставьте лайк этому ролику, сделайте подписку на канал и нажмите колокольчик, чтобы видеть уведомления о новых видео. И зачем термостаты нужны и чем они отличаются от других устройств, которые охлаждают термопласт-автоматы, пресс-форму? Вообще на производстве у нас бывают разные технологические процессы. Какие-то пресс-формы нужно подогревать, а какие-то, наоборот, охлаждать. Сегодня мы расскажем про термостаты для пресс-форм, которые позволяют быстро нагреть пресс-форму необходимую и поддерживать температуру с точностью до 1 градуса. То есть они нужны для нагрева, это не могут делать чиллеры, например, да? И также термостаты можно использовать для охлаждения параллельно с чиллером, да? В этом случае термостат просто более точно отслеживает температуру, которая подается на форму, да? Здесь, скорее всего, лучше разделить температуру. То есть, если нам необходима температура пресс-формы от 40 от 50 градусов, то используется конкретно термостат. А если нам нужно, наоборот, остудить пресс-форму, то мы используем чиллеры. То есть термостат с чиллером совместно не используется? Либо термостат на нагрев, либо чиллер на охлаждение? Можно подключить чиллер и термостат совместно, но это скорее нужно для того, чтобы подпитать термостат холодной водой в случае, если на производстве нет своей какой-то трубопроводной, водопроводной проточной воды. Либо бывают случаи, когда нам необходимо какую-то одну часть пресс-формы охлаждать, а вторую часть, наоборот, нагревать. Тогда для охлаждения чиллер подключается к форме? Да, тогда для охлаждения подключаем мы чиллер, а для нагрева второй половины пресс-формы мы подключаем термостат. И к термостату тоже подключается чиллер, чтобы он сам не перегревался, правильно? Не то чтобы не перегревался, чтобы он подпитывался холодной водой в случае, если мы захотим снизить температуру на термостате. То есть тем самым холодная вода поступит в термостат, и температура воды пойдет на снижение, температура пресс-формы также пойдет на снижение. Ну, то есть вода должна быть подключена к термостату? Или да, обязательно. Обязательно должна быть подключена? Обязательно. И давление воды на вход к термостату для охлаждения замкнутого контура рекомендуется 1,5-2 бара. Она в замкнутый контур воду подает? Да. А если там масло в замкнутом контуре? Также она охлаждает масло через теплообменник, вода. То есть, получается, в водяном термостате вода является подпиткой, а в масляном термостате вода является просто охладителем. Охладителем масла, да. Часто на производствах бывают сложные какие-то изделия, например, тонкостенные, из поликарбоната, к примеру, где нужны высокие требования по допускам. И как раз в таких моментах нам и нужно использовать термостат, чтобы снизить количество бракованных изделий. Термостаты, получается, бывают водяные, бывают масляные. Да, все верно. Какие еще бывают? В основном, да, подразделяются водяные и масляные. Водяные термостаты по стандарту обычно до 100 градусов поддерживают температуру, так как вода дальше закипает. Но бывают высокотемпературные термостаты водяные, где температура может достигать 160 градусов. Что за вода такая, которая 160 градусов может нагреваться? Все происходит в замкнутом герметичном контуре. У нас происходит в этом контуре высокое давление создается, и за счет этого вода не закипает, по этому контуру может достигать 160 градусов. А масляные до какой температуры могут нагревать? Стандартные масляные термостаты подогревают пресс-форму до 200 градусов, но также бывают высокотемпературные масляные термостаты, возможность которых поднимать температуру до 360 градусов. Зачем такая температура высокая на форме? Где она используется? Это скорее используется в других областях промышленности, может быть, какие-то химические, бывают реакторы, где нагреваются непосредственно рубашка этих реакторов, может быть, в какой-то авиационной промышленности,
может быть при литье металлов, алюминия там и так далее. А в литье пластмасс какие самые высокие температуры ты видел? В литье пластмасс, обычно больше 170-200 градусов я не встречал. Также бывают многоконтурные термостаты. Они требуются в момент, когда у пресс-формы необходимо подогревать несколько точек с разными температурами. Это и водяные, и масляные бывают такие? Да, и водяные, и масляные. А конструктивно водяные и масляные, они чем-то отличаются? Единственное, чем они отличаются, это в том, что у масляных есть бак для залива масла. Глупый вопрос новичка. Можно, скажем, в масляный термостат воду залить или в водяной, например, масло залить? Будет работать все конструкции? Водяное масло мы залить точно не сможем. А если мы зальем в масляный термостат воду в бачок, то теоретически это можно сделать, но нужно контролировать температуру, чтобы она не превышала 100 градусов. То есть у нас есть предел у водяного термостата 100 градусов, а у масляного у нас предел 200 градусов. Соответственно, если мы зальем воду в масляный термостат, Просто закипеть нужно. да, мы можем не проконтролировать температуру, что она поднялась случайно выше 100 градусов, она закипит, соответственно, желательно так не делать. Почему ты говоришь, что в водяной нельзя залить масло? Потому что некуда заливать это масло. У нас идет одна подпитка, и у водяного термостата нет бачка. То есть отдельного контура нет, Да, получается? нет отдельного контура, получается, нам масло просто некуда залить. То есть там единый контур с системой охлаждения термостата идет? Да. Термостаты бывают разных мощностей, в основном в нашей сфере производства при литье пластмасс достаточно термостатов от 6 до 36 киловатт. Ну, бывают и мощнее. Бывают мощнее, но также это, наверное, на каких-то сталелитейных Не для нас. производствах. Да. И что по ценам? Водяной термостат мощностью 6 киловатт стоит около 90 тысяч рублей, а масляный термостат с такой же мощностью 110 тысяч рублей. То есть масляный чуть-чуть подороже. да, не намного подороже. Получается, у них ключевые параметры – это только тип термостата, масляный или водяной, и мощность его на нагрев. Да, чем больше мощность термостата, тем быстрее, соответственно, происходит нагрев. Ну и мощные термостаты нужны для более больших пресс-форм. Давай поподробнее тогда про подбор, раз мы уже начали говорить про параметры, виды. Ну, чтобы правильно нам подобрать мощность термостата и вообще сам, в принципе, термостат, нам нужно понимать, до какой температуры нам необходимо разогревать нашу пресс-форму. Второй момент, нам необходимо понять вес этой пресс-формы. То есть какую массу нужно будет разогреть. Да, какую массу, в принципе, можно разогреть, а дальше мы по формулам высчитываем. От производителя есть специально выведенные коэффициенты. И этих данных достаточно, то есть температуру, до которой нам нужно разогревать пресс-форму, и вес самой пресс-формы. Ну что, Денис, давай с тобой разберем один термостат, посмотрим, что внутри. Давайте. Это у нас водяной термостат. Да, это у нас водяной термостат. Здесь вход воды, у нас установлен фильтр. У нас начинает заполняться контур отсюда по этим трубкам, и дальше он заполняется. Вот этот теплообменник, насос начинает работать, и дальше по теплообменнику вода начинает через гребенку поступать в пресс-форму, возвращаясь обратно в термостат. Вот здесь стрелочки показаны, направление воды. Дальше она возвращается в этот контур, и, соответственно, в этом кожухе находится ТЭН. В данном случае у нас 12 киловатт. Вода циркулирует, соответственно, нагревается и поддерживается необходимая температура. В случае, если нам необходимо охладить температуру воды, на контроллере мы снижаем температуру, открывается магнитный клапан, горячая вода сливается и поступает, заново подпитывается контур холодной водой. Тем самым температура воды опускается. Это что за приборчик? Это манометр, который показывает давление воды в нашем контуре. Также у нас имеется датчик давления на подпитку в термостате.
Если давления воды недостаточно, то срабатывает этот датчик и, соответственно, останавливается насос, термостат сигнализирует нам об этом. Это что за приборчик? Здесь заводская настройка температуры. В данном случае выставлена у нас как водяной термостат 100 градусов. Трогать данный контроллер не нужно. Это максимальная, здесь вставляется максимальная Да. настройка температуры. Теперь давай подключим термостат к электросети, к воде, ко всему. Он на 380, да? Да. Все термостаты, они на 380, как я понимаю. Даже самые маленькие, да? Да. Единственный нюанс при включении, если вы перепутали фазировку на термостате, то он выдаст ошибку, что фазы перепутаны. Тогда для этого надо будет поменять фазы на самой розетке. То есть это, если фаза перепутана, он не погорит, Не погорит, он выдаст просто не ошибку. запустится, да? Да. Включаем термостат. Надеюсь, все правильно подключили. Оп. Теперь мы Это ошибка. изменим язык сначала, чтобы посмотреть, что это за ошибка. Заходим в меню, третий пункт, далее листаем вниз. Этот язык, да? Это язык. Ага. Нажимаем, меняем на английский. О, родной язык. Ну, я догадываюсь, что это за ошибка, учитывая, что у нас вот в таком виде термостат стоит. И теперь смотрим, какая у нас ошибка. Ошибка низкого давления воды. Низкое давление воды. У фазировки В данном случае- мы попали. Ее отсутствие. Так, сейчас мы давай покажем, где регулируется, да, этот датчик низкого давления. Да. И там есть шкала, да? Да. Шкала, которая справа. Ага, двигается там рисочек. Сейчас, по идее, датчик должен постепенно перестать пищать. Да. Теперь надо сбросить ошибку. То есть ты сейчас сбил намеренно датчик, Да. давления, Ну, мы сейчас для покажем. того, чтобы даже без воды термостат мог запуститься. Да. Но это его нештатная работа, соответственно, если он поработает там минуту, 2-5 без воды, то у него как минимум может насос накрыться, да? Да. Термостат. Если такая ситуация есть, то нужно датчик выставить в положение, В районе единички надо чтобы поставить. хотя бы он не давал запускаться ниже 1 атмосферы, бара. да? 1 бара. На главном экране большими цифрами у нас фактическая температура воды. Но в данном случае у нас нет воды, там это просто термопар показывает эту температуру. Маленькими цифрами написана установленная температура, которую мы задаем сами. Из главного экрана стрелочками вниз или вверх, в зависимости от того, сколько вам надо поставить. После того, как вы выставили, можете дальше ничего не нажимать, она сама подтвердится. Это все есть контроллер, да? Да, в принципе, да. Интерфейс. Давай вернем датчик в правильное положение и проверим, что будет ошибка. И без воды он не даст нам запуститься. Ну, пошла ошибочка. Так, на этом с электрической частью подключения все, да? Да. Что, давай покажем, как обвязывать. По подключению воды здесь у нас снизу подводится питание самого термостата. Все подписано. Это у нас вход воды в термостат, это выход воды из термостата. На входе установлен у нас фильтр Грязевой. грязевой. Сверху, получается, уже подключается непосредственно к самой пресс-форме. Тоже все подписано. Это выход воды, уже нагретой из термостата. Это вход воды уже с самой пресс-формы в сам термостат. Штуцера могут использоваться какие удобно самому пользователю. У нас на нашем термостате установлены сверху быстросъемные штуцера, снизу
обычные резьбовые, а на входе у нас установлены елочки. Требования к жидкости теплоносителя будет рассказано в видео про чиллер, можете там посмотреть. Если вы используете масляный термостат, то использовать нужно масло специальное для теплоносителей, у которого точка воспламенения будет выше той температуры, на которой будете работать вы. Обслуживание термостата, в первую очередь, периодически раз в 3 месяца нужно промывать грязевой фильтр на входе термостата. Также раз в 3 месяца необходимо проверять электромагнитный клапан. Давай проверим. Проверить его надо смотреть, что выходит вода из термостата. Потом далее смотреть за вот этой прокладкой нагревателя. Если она начинает течь, то необходимо ее заменить. Также грязевой фильтр тоже вот есть, его также надо обслуживать. Также необходимо проверять и протягивать электрические соединения в электрическом шкафе. Какие могут быть поломки в термостате? Это может выходить из строя сам электромагнитный клапан, потом сам нагреватель может выйти из строя, может выйти из строя термопара, когда термостат будет показывать неправильную температуру. В электрической части может залипнуть сам пускатель, то есть термостат будет греть постоянно. Ну, я так понимаю, если водяной термостат и воду забыли слить, и в цеху стал вдруг минус, то может разморозиться. Да, может. Что тогда разморозится, что выйдет из строя? Обычно лопаются трубки и вот сам вот этот теплообменник, да. Это был пластмассовый енот, и это был термостат. В комментариях расскажите, какие термостаты вы используете, водяные или масляные, и с какими температурами, с какими материалами работаете на термостате. Можете писать комментарии как в нашем канале, так и в нашем чате в Телеграме, который называется «Литье на ТПА». Можете подписаться на наш канал в Телеграме, называется он тоже «Пластмассовый енот». Если перестанет работать YouTube в России, то мы останемся на связи в Телеграм-канале «Пластмассовый енот». На этом все. До новых встреч.